Поход в кинотеатр был, наверное, одним из самых любимых развлечений моего детства, да и у многих, я думаю, было так же. Не было интернета, не всегда по телевизору можно было посмотреть любимый фильм, а в кинотеатрах проходили премьеры и показы фильмов, в том числе зарубежных. Афишу рисовал штатный художник, причем не всегда удачно, и «я художник, я так вижу» вполне себе фраза, подходившая и к тому виду искусства. Но сегодня мой рассказ о кинотеатрах города Гродно, о самом старом из сохранившихся и о самом необычном, а также необычные факты о фильмах, которые в нашем городе снимали. Уверена, о многих из них вы даже не догадывались или просто не обращали внимания. Итак, начинаем. Кинотеатры в Гродно существуют с 1908 года. Первый кинематограф «Электробиограф» в Гродно начал действовать в 1908 году в доме Чертка на улице Соборной, сейчас это улица Советская. А в 1940-е и 60-е годы на месте стеклянной части нынешнего здания торгового дома «Неман» находился кинотеатр «Спартак». Были кинотеатры «Летний», «Полет», устроенный в салоне самолета Ту-124, который был в городском парке, и художественные ленты можно было увидеть в залах Дворца культуры, текстильщиков, гарнизонного дома офицеров. Но чаще всего люди посещали кинотеатры, старейшим из которых была «Красная звезда». В «Звездочке» имелось 368 мест, и в фойе устраивались выставки детских рисунков и фотографий, а в зале проводились заседания киноклубов и лекторий. «Звездочка» – самый старый из сохранившихся, а также, не побоюсь предположить, самый любимый многими поколениями гродненцев. «Красная звезда» – старейший из действующих кинотеатров Беларуси. Он построен в период 1914-1915 годов на средства семьи царского штаб-капитана Сергея Монастырского. Решение о строительстве принято в 2014 году, и изначально кинотеатр назывался «Эден». Позже уже носил название «Полония», «Пан» и, наконец, «Красная звезда». И история постройки театра весьма интересна. В 1914 году уроженец Минской губернии, 38-летний штабс-капитан Сергей Монастырский, решил открыть на улице Почтовой в Гродно первый стационарный электрический театр. Место было выбрано удачно, рядом площади, парк, что обещало большие прибыли в будущем. Монастырский подал прошение в губернское правление 5 мая 1914 года, и двухэтажное каменное здание возводилось по французскому проекту в стиле классицизма с элементами модерна. В одной его части предполагается помещение для кинематографа, концертного зала и театральных представлений, а во второй – магазины, жилые комнаты, чтобы в случае низких билетных продаж уберечься от банкротства, используя здание в других целях. Открытие здания планировалось через год. Все было готово к премьере, были напечатаны первые входные билеты, подготовлены афиши и приглашены именитые гости. Но, увы, этому знаменательному событию так и не удалось осуществиться. Началась война, и новоиспеченного владельца кинотеатра призвали в ряды действующей армии. Капитан успел лишь заложить кирпичами окна и двери своего заведения, а дела по открытию кинотеатра передал супруге и своему родному брату Михаилу. Открыть «Эден» в отсутствие офицера, его супруги и брату все-таки удалось, но в то время в Гродно уже хозяйничали кайзеровские войска. И было очень сложно, все-таки Первая мировая, потом Октябрьская революция, жизнь бросает миллионы людей туда-сюда по странам и континентам. И вот семье Монастырского в полном составе удалось таки вернуться уже в польский Гродно в 1922 году. Но оказывается, что кинотеатр уже в новых руках, и новый владелец переименовал «Эден» сначала в «Полонию», потом в «Пан» и недурно зарабатывал на показах кинолент. 7 лет Монастырский добивался правды, боролся за свою собственность, в которую вложил все сбережения и силы, но польские власти оказались непреклонны и оставили полковника ни с чем. Тогда Монастырские переезжают в Вильнюс, и когда Гродно находился в составе Польши, фактически конфискованном, у Монастырского кинотеатре транслировали европейские, американские и реже даже российские картины. Параллельно в городе работало еще несколько конкурировавших между собой иных кинотеатров, и после присоединения Западной Белоруссии к БССР кинотеатр Монастырских переименовали, назвав его «Красная звезда». Все документы и раритеты, выставленные в фойе кинозала, принадлежат семье Монастырских.
Их передал кинотеатру внук первых владельцев кинотеатра Георгий Борисович. Об этом рассказала газета «Аргументы и факты в Беларуси» за 24 год. И наследник предоставил для оформления интерьера и демонстрации ряд семейных реликвий. А что-то из выставленных предметов нашли при реставрации кинотеатра 15 лет назад, когда вскрывали полы, обнаружили настоящие раритеты, билеты, монеты, банкноты царского периода, а также довоенного времени. После завершения всех работ эти находки заняли почетное место на импровизированной исторической выставке. Так что, когда в следующий раз заглянете на очередной киносеанс, обратите внимание на витрины, в них настоящие сокровища возрастом более 100 лет. Это память о людях, которые построили для нас с вами этот кинотеатр. И если уж рассказывать про кино в Гродно, то нельзя не упомянуть про самолет. Самолет Ту-124 появился в Гродно в январе 1980 года. Его установили в парке Желибера. Списанный пассажирский лайнер привезли из Минска. Самолет везли частично в разобранном виде, крылья отдельно от корпуса, и недоумению прохожих не было предела. Тогда же новости – это не то, что сегодня достал телефон и сразу прочитал и увидел, что есть на другом конце планеты. Тогда толпы людей видели самолет без крыльев, и по городу пошли слухи, что самолет удачно сел, но крылья отвалились, была авиакатастрофа. Но все оказалось куда проще. Везли его как детский кинотеатр, установили в парке и назвали «Полет». Он стоял прямо вот на этом месте. В нем показывали детские мультики. И я даже помню, как ходила сюда на «Ну погоди». Там, где дверь пилота, был экран, а сиденье, как в обычном самолете. И начиная где-то с 10-го ряда, помню, что вообще не было видно. Но посидеть в настоящем самолете и зайти по настоящему трапу – вот что само по себе уже был аттракцион для детворы. Со временем конструкция, конечно, обветшала, и корпус самолета требовал ремонта. Закрыли кинотеатр «Полет» примерно в 1993 году, и из Гродно его перевезли в Ивье и установили недалеко от озера. Предполагалось сделать зону отдыха вместе с самолетом, но эти планы так и не осуществились. Самолет просто разобрали и вывезли. Напишите в комментариях под видео, как вы считаете, было бы отличной идеей снова установить самолет как детский кинотеатр для самых маленьких зрителей, или сегодня это уже не актуально? Что было, то прошло. Крупнейшим кинотеатром до середины 1980-х годов был кинотеатр Гродно, это Советская 9. Он был рассчитан на 800 зрительных мест. И перед теперь уже бывшим кинотеатром, сейчас это молодежный центр, есть аллея кино, на которой частично представлены те картины, которые снимали в нашем городе. Снимали у нас много, и я родом из детства, Христос приземлился в Городне, кооператив Политбюро, Сын за отца, в августе 44-го, Бабий Яр, вот лишь самый короткий перечень фильмов с гродненской пропиской. Есть в Гродно и самая кинематографическая улица Урицкого. Эпизоды примерно 20-25% фильмов, снятых в Гродно, снимались именно на этой улице. В том числе картины «Без права на ошибку», «Днепровский рубеж», «Приступить к ликвидации», «СМЕРШ» и многие другие. Почему Гродно так любим кинематографистами? Очень просто. Здесь есть история и архитектура, которую утратили, к сожалению, многие города. И если посмотреть на архитектуру улиц, абстрагировавшись от привязки к Гродно, то согласитесь, эти дома можно увидеть и в Праге, в Варшаве, и не только. И только гродненцы могут угадать, что это наш родной город, не правда ли? Как я уже сказала, на Советской есть аллея кино, и я хочу рассказать коротко про каждый из снятых в Гродно фильме какой-нибудь интересный и не банальный факт. В 1956 году вышел фильм для детей режиссера Льва Голуба «Миколка паровоз». На перроне Гродненского, тогда еще старого здания вокзала, снимались многие сцены. И представьте удивление пассажира, прибывшего на вокзал в наш город, когда по перрону вокзала прогуливаются то царские жандармы, то немецкие офицеры кайзеровской армии в синих мундирах и касках, то маршируют солдаты, у кого-то короткие винтовки и штыки еще времен Первой мировой войны,
и перрон был празднично украшен, а посередине висит портрет царя Николая. Тут впору испугаться, если не знать, что снимают кино. По воспоминаниям съемочной группы, Лев Владимирович Голуб был главный режиссер, был очень эмоциональным человеком и в расстройстве часто швырял свой рупор прямо на рельсы. Он часто так делал в минуты раздражения. Помощники потом поднимали, как могли выпрямляли и возвращали рупор успокоившемуся режиссеру. К концу съемок, как рассказывали члены съемочной группы, на эту жестянку было страшно смотреть. «Белые росы» – фильм, снятый в Гродно в 1983 году. Он собрал в прокате более 36 миллионов зрителей, став самым кассовым фильмом в истории белорусского кинематографа. Этот рекорд был побит лишь спустя 6 лет с выходом фильма «Меня зовут Арлекино». Журнал «Советский экран» тогда признал его лучшей комедией года. И знали ли вы, что эпизод с псом был взят из жизни сценариста? Когда он служил в армии, то регулярно получал технический спирт для протирки оптики и вдогонку рассказы о том, что один глоток этого спирта может убить человека. Солдаты верили, конечно, в это слабо, но никто первым пробовать не рисковал. Тогда они намочили в спирте хлеб и отдали местной собаке. С собакой ничего не случилось, и спирт они выпили, а потом увидели, что пес лежит на боку и ни на что не реагирует. Испуганные солдаты понеслись в медсанчасть, чтобы их срочно спасали. Врач внимательно выслушал рассказ и грустно сказал, что все, теперь в лучшем случае инвалидность. Протрезвевшие от ужаса солдаты были на грани обморока, когда врач рассмеялся и показал им собаку, которая к тому времени выспалась и бегала по двору. Всех выпивших, кроме собаки, конечно, отправили на гауптвахту. И сценарист включил этот эпизод в сценарий фильма. Как только съемки завершились, в Девятовке снесли несколько первых домов. Постепенно город, к которому присоединили деревню, все больше наступал, пока в 2017-м не снесли последний деревянный домик. О съемках фильма в этом месте теперь напоминает вот такая скульптурная композиция. Фигура Федоса, его соседа Тимофея и соседской собаки Валета. В октябре 1965-го в Гродно снимается фильм «Я родом из детства» с Владимиром Высоцким в главной роли. И вот уникальный факт. Оказывается, именно в Гродно во время съемок картины по инициативе режиссера Турова была сделана первая профессиональная запись песен Высоцкого в студии со специальным оборудованием и звукооператором. Тогда именно здесь, в Гродно, была записана большая часть написанного им к концу 1965 года репертуара. А фильм «Я родом из детства» стал первым, в котором артист сам смог исполнить свои песни. Около бывшего ресторана «Зубр», а сейчас одного из корпусов университета, стоит лавка, на которой установлена гитара Высоцкого. И хорошо, что вернули обновленные информационные стенды. «Меня зовут Арлекино». Фильм, снятый в Гродно и Поречье в 1988 году. Он стал первым кассовым фильмом, который за 15 месяцев посмотрело более 42 миллионов человек. В фильме много кадров старого Гродно, еще до всех реставраций и обновлений. Мне, например, смотреть все это печально, потому что все было серо, бедно и убого. Чего ж там говорить. Поэтому я такие фильмы пересматривать не люблю. А вы знали такой факт, что в эпизодической роли владельца собаки снялся Петр Кулешов, многолетний ведущий телепередачи «Своя игра». Так что, как оказалось из всего фильма, парень с собачкой самый удачливый. Но и в жизни так. Безусловно, каждый из вас, я думаю, знает фильмы, которые снимались в нашем городе. Кто-то уверенно даже снялся в массовке и может даже сам рассказать что-то интересное. Напишите в комментариях, если есть что вспомнить. Гродно любим кинематографистами именно за свою фактуру, если можно так выразиться применительно к городу. Старинные улочки, узкие мощеные дороги, атмосферные дворики и много сохранившихся старых зданий конца 19-го, начала 20 века. Вот такое видео у меня получилось. Если понравилось, ставьте лайк. Если есть что дополнить, обязательно пишите, ведь мой канал для того и создан, для общения между людьми. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!